Господин Арджоманди говорит, что очень скучал, что прошлой неделе мы не мог встретиться, потому что как раз на этот день попал вот святой день, день казни Баба. Поэтому как раз вот то время, когда у нас программа, в Суринаме начали программу в 10:30 утра, они проводили до 1:30. Поэтому мы не смогли прошлой неделе проводить. Тем не менее, очень рад видеть всех сегодня. И так продолжаем. Okay, so last time we were together, we were talking about the beloved master when he was in Akki, and I want to continue. И мы в прошлый раз, вот, когда закончили, если вы помните, мы говорили по поводу вот, Абдул-Баха, когда был в Акки, и мы вот оттуда продолжаем программу. And I will try to see how I can fix all of this. Yes. Okay. Now, last time, dear friends, I think we got as far as the Хан-и-Авамид. I was explaining to you that after Baha'u'llah, after the martyrdom of the purest branch, the gate of the prisons opened, and the friends were able to come to Akki, and Baha'u'llah and the family left the city, left the prison, and found Abdul-Baha was able to find houses for all the friends, and this is the place where he found rooms for many of the friends who were in the prison. И если вы помните, я вот в прошлый раз говорил, что когда после смерти мирза Михди получилось так, что Баха'у'ллах и остальных через пару месяцев освободили из тюрьмы и разрешили им жить в тюрьме в городе. И поэтому вот получилось так, что Абдул-Баха находил дома, разные дома, первым для самому Баха'у'ллаху, и потом другие дома тоже он находил для других людей в своем в группе, да. И потом еще вот в Акки, вот это Хан-и-Авамид, там он находил несколько комнат, где многие верующие из этой группы, которые приезжали с Баха'у'ллаху в Акку, они вот проживали здесь. И так как после смерти мирза Михди очень много паломники начали приехать в Акку, и вот практически все эти паломники сначала вот пришли вот это вот Хан-и-Авамид, вот это вот место, вот, которое вы сейчас видите в картине. But at the same time, the situation in the city of Akki was very difficult, and because you remember that at the time when Baha'u'llah came from Adrianople and they reached the city of Haifa, then the government separated those Mirza Yahya and his followers and sent them to Cyprus, and Baha'u'llah and his followers were sent to Akki. И вот после того, когда все приехали вот из Адрианополя в Хайфу, какое-то время вот все начальства в Акки, они были очень тяжелые, вот ситуация была. Но какое-то время, как только вот вся эта группа приехали в Хайфу, правительство местное что сделали, группу разделили, часть Баха'у'ллаха его вот и группа еще другой, вот мирза Яхья, его вот последователей. И так сделали, что Баха'у'ллаха группу отправили в Акку,
И мирза Яхья и вот его последователи отправили на Кипр. But also in the group of Baha'u'llah, there were 3 or 4 of the followers of Mirza Yahya, the Azalis, were also sent to Akka. And these men began their program of making trouble for the believers, for Baha'u'llah, and particularly for Abdul-Baha and everyone. They did all kinds of terrible things to give the faith and Baha'u'llah a bad name. И так случилось, что вот где-то 3-4 последователей мирза Яхья они отправили совместно с группой Бахаулей в Акку. И вот они тоже проживали там в Акки. И, к сожалению, эти последователи мирза Яхьи начали давать очень много проблем. Они создали очень много проблем для самого Бахауле или для верующих, и для самого Абдул-Баха. И они очень много проблем начали делать для всех, которые вот находили в Акки. And the believers, the followers of Baha'u'llah were trying. Baha'u'llah advised everyone constantly. Abdul-Baha was constantly advising all the followers to forget about them, to neglect them, to not pay attention to them. But then again, we are all human beings, and some of the followers of Baha'u'llah, it got to a point where they couldn't accept this kind of behavior any longer. И так случилось, что только проблема эти несколько людей начали создать, что в группе, которые вот последователи Бахауле, верующие, которые были, они пришли на такой уровень, что они вообще не могли уже больше терпеть то, что эти люди сделали. Хотя вот Бахаула и Абдул-Баха все время сказал верующим, просто вот не обращайте внимания на то, что они делают, говорит, просто забудете про них и делайте то, что надо сделать. Но все равно просто мы, как сказать, они все люди, и просто по-человечески они не могли больше, чем это терпеть, то, что они занимали в это время. And so, without telling anyone, 7 of these followers of Baha'u'llah who were very upset with these Azali decided that they were going to put an end to it. And one night they went and killed the 3 of these Azalis. И так случилось, что последователи Бахауле в этой группе, да, бахаи, верующие, 7 человек, которые вот решили, что надо к этому вопросу поставить точку. Они что сделали? Вот однажды вечером они вот собрали 7 эти верующие, они пошли к этими 3 последователей мирза Яхьи, и вот 3 этих людей они этот вечером убили. И про это вот никто не знал. Вот, они просто сами, вот эти 7 верующие, они сами решили, сами организовали, что надо с этим закончить. Они больше не могут терпеть это. И вот однажды вечером пошли, убили это 3 азалей, да, это последователей мирза Яхьи. And of course, this created so much problem and added so much to the burden of sorrow and hardships of Baha'u'llah that it is unbelievable. It's impossible to describe. И настолько они то, что сделали, это принес очень большие проблемы для жизни Бахауле, и это просто невозможно словами объяснить. And it is at that time that
the fire tablet was revealed. И к этому время, вот, если вы в курсе, Бахаула вот открыл огненный скрижал. And you know it. You have studied it. It's already translated. I only quoted one sentence just to show us again what is happening or what was happening at that time. And Baha'u'llah says, Baha is drowning in a sea of tribulation. И вот как раз вот когда были эти проблемы с залими, Бахаула вот открыл огненный скрижаль. Я уверен, что вы часто читали, изучали его. Ну, я не хочу про все этот скрижаль говорить сейчас. Просто вот в одном месте, где сам Бахаула пишет, что говорит, где вот сам Баха, когда утонул в океане с этими проблемами. И вот где спасение, он спрашивает, где спасение, о Спаситель в мире. And then, of course, this is about Baha'u'llah, but the whole time, you remember, Abdul-Baha was the one that was trying to protect Baha'u'llah from all these terrible things. So you can imagine what condition Abdul-Baha himself was in when he saw that this is the condition, this is how Baha'u'llah, his beloved father, is suffering. So how must Abdul-Baha have felt? И это сам Бахаула пишет про себя, да, вот это к этому времени, как он чувствовал, какой ситуация была. Но представьте, все это время с этими азали, со всеми занимался сам Абдул-Баха. Вот представьте, как бы он почувствовал, когда он вот слышал эти слова от Бахаулей, что только много он страдал и прошел через много страдания, чтобы эти проблемы не дошли до Бахаулей, чтобы Бахаула не слышал эти все проблемы. Но все равно, когда вот эти слова Бахаула написал, и Абдул-Баха вот понял, насколько было больно для самого Бахаула. And you know, dear friends, as soon as the governor and as soon as the police discovered the murder of the Azalis, they immediately, you know, the whole situation got 1,000 times worse than it was at the beginning when Baha'u'llah arrived in Akki. And it got worse and worse to the extent that the governor and the chief of police and the troop set out toward the house of the Blessed Beauty. И представьте, вот что произошло, что когда вот эти 7 человек убили 3 эти азалей, и ситуация, конечно, на 1000 раз была сложна, и было очень хуже вот это. И такая ситуация была, что сам губернатор и начальник полиции с солдатами, со всеми, они пришли в дом Бахаулей. And when they got there, they met Abdul-Baha, the most great branch. He was outside in Biruni, means outside in a room outside, and he was helping the poor people. So the police and the governor and the army and the troops, they went and they saw Abdul-Baha. So they sent Abdul-Baha upstairs to the room of Baha'u'llah to ask him, to request Baha'u'llah that he should go with them to this office. This is called Sarai, which means the governor's working place. And they wanted Baha'u'llah and Abdul-Baha and some other people to go into this building.
И вот когда губернатор и полиция, и все эти солдаты, все когда пришли, они впервые видели Абдул-Баха. Вот Абдул-Баха там рядом с первым этаже в одном комнате занимался какой работой. И они вот очень быстро спросили, что быстренько отправить Бахаулу, вот то место, которое называется сарай, да, и чтобы они, Абдул-Баха взял Бахаулу на это место, которое называли сарай. Это как был офисный комплекс такой. И вот туда привез Бахаулу. And this is really the time that, you know, Baha'u'llah felt so terribly bad. And so bad that he said, my imprisonment did not bring me shame. What brings me shame is the conduct of those who claim to love me. И это время, конечно, для Бахаула было очень тяжелое время, потому что он сам своими словами говорил, что сама ситуация, что меня сделали узником, не принес такой боли для меня, такой и когда вот между верующими, и они вот такой поступок сделали, вот это для меня очень больно. And you know, and in that building here, they kept Baha'u'llah. For, you know, that first night, they kept him there, and at the same time, they put Abdul-Baha in a prison and chained him during the first night. И так случилось, что после этого убийства трех эти язали, вот они привезли туда Бахаулу, в это здание, которое я вам показывал. Они держали Бахаулу всю ночь в этом здании. И потом отдельно они взяли Абдул-Баха и поставили в другое месте, в другую тюрьму. И Абдул-Баха был весь в цепях. И всю ночь он проживал там в тюрьме тоже. Потом в следующий день они привез и Абдул-Баха туда, где вот они держали Бахаулу. And of course, you remember the whole story, how they interrogated Baha'u'llah and how Baha'u'llah was able to make them feel ashamed of the way they had conducted themselves when they knew perfectly well that both Baha'u'llah and Abdul-Baha were innocent of this heinous crime. И так как вы знаете, так учили, что мы знаем, что как Бахаулlah повел с ними, и что он сказал до этого, как он вел с этими друзьями. Но когда вот Бахаулlah узнал, и когда вот их привезли перед Бахаулу, ему было так стыдно, то, что так произошло. И вот они так сделали эти, солдаты, эти офицера, которые пришли, они так сделали, что Бахауле был, и Абдул-Баха, и Бахауле был очень стыдно перед них. And then, of course, you know, after the first night, they allowed Abdul-Baha to join Baha'u'llah. And then later on, after 3 days, they allowed Baha'u'llah, Abdul-Baha, and another one of his sons to return to the Bayt of Abud. И так случилось, что вот следующий день они разрешили Абдул-Баха прийти побыть с Бахаулой, и только через 3 дня они вообще освободили всех Бахаулу и 3 сыновей Бахаулы, вот был другой сын тоже, и Абдул-Баха, и они вот после 3 дней их всех освободили, и они вот уже пошли, где вот они остались потом в доме в Абуде, если вы помните дом Абуда. Вот они после освобождения все пошли туда.
But you see, after what happened, after the murder of these Azali, the population was fired with uncontrollable animosity towards the whole of the Baha'i community in Akka, which included Baha'u'llah and Abdul-Baha and the whole family of Baha'u'llah and all the followers. И, друзья, представьте, после такой вот трог убийства, все, которые вот проживали в Акке, они вообще было вот очень сильно не нравились вот эта ситуация. Потом они все вот восстали против общины Бахаи, которые вот проживали в Акке, потому что была очень такой некрасивая ситуация, неожиданно, и вот весь местная популяция восстала против всех Бахаи, которые проживали это время в Акке. Естественно, это все включено сам Бахаулу тоже. And Shoghi Effendi says, the cup of Baha'u'llah's tribulation was now filled to overflowing, which means really and truly, Baha'u'llah was overwhelmed with problems and difficulties and sadness and sorrow. And most of it was caused by those who claimed to love him, not the non-Baha'is, not the outside enemies of the faith, but the followers. И так Шогhi Effendi позже время объясняет ту ситуацию, что где Баха'у'ллах сам находился в этой ситуации, как-то он говорит, вот чашка с такими этими проблемами были полностью наполнена. И вот эта ситуация так случилась, что эта чашка начала уже больше, чем наполнена, да? И это принес очень большой боли для самого Бахаулу, потому что это не было сделано с Бахаи или с другими людьми. Это было сделано люди, которые говорили и знали, что они любят Бахаулу. Это последователи Бахаулы, которые они очень любили друг друга. И Бахаула не ожидал, что вот от такие руки могут произойти такой случай, что такой они могут на самом деле убить кого-то. И это была очень большой тяжелая ситуация для самого Бахаулу. And all the time we have to come back and look and see how the beloved master must have felt, knowing the amount of sorrow that is on the heart of Baha'u'llah, and that his cup of tribulation is overflowing with sorrow and sadness and tribulation. How must he, as Abdul-Baha, have felt for his beloved father? И представьте, друзья, как бы почувствовал Абдул-Баха в этой ситуации, что он днем и ночью вот работал, чтобы его отец вот, да, чувствовал хорошо. И он все сделал, чтобы смотреть за всеми вот, индивидуально, о каждом он думал, он работал днем и ночью. И очень много сделал, чтобы вот, сохранить вот это спокойствие Бахаулу, чтобы представьте, вот какой ситуации, вот какое чувство у Абдул-Баха это время. Это просто кошмар для него. Now, dear friends, you see, gradually, the people, again, through the action of Abdul-Baha, the recognition of Baha'u'llah's complete innocence in that terrible crime came very gradually to everyone in the city of Akka, all the non-Baha'is. As the true spirit of the teachings of Baha'u'llah penetrated the heart of people,
they gradually came to understand that Baha'u'llah was completely innocent of that terrible crime. И потом долгое время прошло, когда потихоньку люди, когда начали узнавать Баха'у'ллаху и работа Абдул-Баха, потихоньку начали познакомиться с Баха'у'ллахом, с Абдул-Баха и учение Баха'у'ллаха. Вот тогда потихоньку вот местные люди начали узнавать самому Баха'у'ллаху и что он принес его учение. И это все потихоньку рассказал всем сам Абдул-Баха его делами. Да? Сделай, он показывал всегда. И, конечно, это произошло очень много времени, чтобы люди могли узнавать и признать, что на самом деле Баха'у'ллах и Абдул-Баха не виновен в эти убийства, которые вот произошло. И вот долгое время произошло, чтобы люди сознали это, что вот сам Баха'у'ллах и Абдул-Баха не виновен в этой смерти. And then, of course, he was the arrival of a very wonderful governor, Ahmad Beg Tawfiq. He was so good. And he had such an understanding and kind heart. And he helped to make people understand that Abdul-Baha and Baha'u'llah and the Baha'is were innocent. И, естественно, в позже время там губернатор поменялись, и новый губернатор, который пришел, Абдулла бин Тоф, он знал о Баха'у'ллахе, он знал о Абдул-Баха и о верующих. Вот он потихоньку рассказывал народу на этом местности, что на самом деле Баха'у'ллах, Абдул-Баха и все верующие, они не виновны то, что произошло. И вот благодаря ему очень большая работа была сделана, то, что он большинством людям объяснил на самом деле, кто Баха'у'ллах и Абдул-Баха и бахаи, которые вот проживали в Акки. And of course, the day and night, the beloved master labored. He served everyone in Akki, the poor, the needy, the widow, the orphan children, the rich, everyone. Abdul-Baha helped them, served them, loved them. He never stopped. И еще одна причина, почему вот это можно было сделать, это вот то, что Абдул-Баха днем и ночью он служил. Он служил Баха'у'ллаху, он служил в общину, он служил каждому индивидуально верующим, и что кому нужно. Он следил за все, и он смотрел, что нужно, что надо сделать. Он смотрел за каждый. И вот это тоже очень сильно помог, потому что люди видели, на самом деле, вот Баха'у'ллах, он как слуга, да, он свои действия показывал на самом деле, кто он. But of course, you know, the governor, when he saw how Abdul-Baha conducts himself towards the whole of the people of Akki, he was overwhelmed and captivated by the majesty and dignity of the most great branch. And he was so impressed that anytime he went to visit Abdul-Baha, he would take his shoes off before entering the room where Abdul-Baha is. That is the governor of the city of Akki, Ahmad Beg Tawfiq. И так случилось, друзья, что этот новый губернатор Ахмад бин Тофи, он очень начал уважать Абдул-Баха, и он знал вот самого человека Абдул-Баха. И только время занималось, и что когда вот они ближе познакомились, он часто приходил в гости. И вы представьте, когда этот губернатор пришел встретить Абдул-Баха,
Настолько уважение было у него к Бахауле, Абдул-Баха, всему это семью. И этот губернатор, когда пришел встретить Абдул-Баха, возле входа он снимал обувь. И он хотел показать вот это уважение к Абдул-Бахе. И он обязательно вот снимал обувь возле входа перед тем зайти встретиться Абдул-Баха. And and he sent his own son to Abdul-Baha. So Abdul-Baha would train him and instruct him in the good things of life and how he should be and how he should conduct himself. The governor was so impressed by the beloved master. И так случилось, что этот губернатор в позже время отправил своего сына к Абдул-Баха, чтобы Абдул-Баха мог ему научиться разные вещи, как он должен встречать общество, как вести современные в мире. И он, вот этот губернатор доверял Абдул-Баха, что он сумел так. И вот в позже время вот даже свою сына отправил к Абдул-Баха, чтобы он ему учили о жизни. And of course now, dear friends, the time has come for the beloved master to get married. As you know, Munira Khanum had already come from Persia. I showed you in the Хан-и-Авамид. I said there was a little house of Mirza Musa, and she was staying there until the day when she had to get married to the most great branch, the beloved master. И к это время уже пришло время, вот уже вот Абдул-Баха должен был жениться. Помните, я вам рассказал, что приехала некий Мунира Ханум из Ирана, вот, которая приехала и проживала у брата Бахауле, у мирза Муса дома. Она проживала, пока время будет готово, чтобы вот выйти замуж за Абдул-Баха. И вот как раз уже пришло вот время, когда Абдул-Баха должна была вот жениться на Мунира Ханум. Но к это время она пока проживала там в Акки, в доме у брата Бахауле, мирза Муса. And of course, what happened was that Abud, who at one time in the beginning, when Baha'u'llah moved into the house of the Hamar, which was next to his house, he was very unhappy because he considered them to be the terrible people, be prisoners, and godless people. But then gradually, through the action of the beloved master and how he conducted himself in the city of Akka towards all the people of Akka, Abu changed his mind. And when he discovered that Abdul-Baha has no place to bring his wife to, or he doesn't have a room, he doesn't have a house, he then furnished a room in his own half of the house, which is this. This half is the house of Abu. So Abu prepared the room in his own half of the house for Abdul-Baha and his wife. И помните, что вот этот человек, который назвали Абуд, да, который дал этот дом, на самом деле и с самого начала он был очень против Бахауле и Абдул-Баха и всех этих, потому что он думал, что они вот все узники, они не хорошие люди, они безбожные. И вот они думали, он думал об них так, и ему не нравились эти люди. Но Абдул-Баха и Бахаулла и верующие так провели себя. И со временем он узнал на самом деле, кто Бахаулла и кто Абдул-Баха. И даже вот позже время, когда он узнал, что вот приехала невеста,
вот у них должна быть свадьба, и он узнал, что у Абдул-Баха в этом доме даже нету своего комната. И вот когда он возмущался, он думал, что как может жениться, даже своей комнаты нету. И когда он решился, что-то надо сделать к этому, он сам готовил одну комнату в этом доме, и он так приготовил эту комнату, даже он принес новую мебель и все украшал весь комнату очень хорошо. И вот он сделал такой подарок для Абдул-Баха и Мунира Ханум, чтобы они могли вот пожениться и проживать в этом комнате, в этом доме. And when there was now the room was ready and Munira Khanum was there, and then the wedding could take place. So, Greatest Holy Leaf gave Munira Khanum a white dress. И вот сейчас уже комната была готова, все было готово, и уже можно было вот сыграть свадьбу. И когда это все было готово, и величайшее листья, она подарила Мунира Ханум белое платье. And then, about 3 hours after sunset, marriage took place in the room of Baha'u'llah. И вот этот день, 3 часа после восхода солнца, и, извините, после захода солнца, и вот у них была такая церемония, да, вот это они проводили это в самом в комнате Бахауле, и вот они там сделали вот бракосочетание. And when they were in his presence, Baha'u'llah told Munira Khanum, we chose thee and accepted thee to serve my most great branch. And this is by my grace, which is not equal by all the treasures of earth and heaven. И вот когда вот произошло этот свадьба, этот брак, Бахаулlah сказал, что он сам выбрал в этом ситуации эту невесту, что она могла быть вот, женой величайшей ветви моему сына, и что она мог быть такой великий человеком, который вот будет создать вот эту духовный брак, да, между ними, и это вот не будет никак сравнивать никакое богатство в этом мире или в следующем мире. But you know, it was a very simple wedding, but we read a little bit more about it in other places, and the Greatest Holy Leaf tells us that Abdul-Baha had invited other people. He himself had prepared like a feast for them, and he invited them to come and to eat. But, you know, when they came and he served the food, he himself went away because he had to take care of the poor people of Akki. He didn't have time for himself. He took care of his guests, but then he went to take care of his other guests, who were the poor people of Akki, waiting for him to go and visit them and to look after them, to love them, to feed them. So even on his wedding day, he went off to do that. И, естественно, несколько гостей было приглашено на свадьбу, хотя они не играли такой большой свадьбу, но сам Абдул-Баха пригласил там некоторые гости, они все приходили, и сам Абдул-Баха готовил для них вот этот праздник, и еду было много готовлено, все, и сам Абдул-Баха угостил всем, и да,
и вот они начали кушать и все. И после того угостили еду, там все. Сам Абдул-Баха тоже сам не покушал, и он ушел. Он ушел, потому что он даже, вот, несмотря, что это свой такой важный день, который вот свой брат, да, своя свадьба, вот этот день. И несмотря даже на это, он пошел помочь и поделиться своей любви и еду, там все, чтобы отдать бедным людям в Акки. Вот даже на день своей свадьбы он не смотрел ни на что, но он пошел угостить и помочь всех бедных людей в городе Акки. And of course, they all still lived in this house of Abud, and they were in the house of Udi Khamar, but Abdul-Baha and Monira Khanum lived right, if behind us is a little door that you can go into the other house, which is the house of Abud, and the room is in that part of the house. И это то, что мы видите в картине, это вот дом Уди Хамара, который вот совместный с домом Абуда, да. И вот там тот части, которые вот нам не видно, эта часть, в этом части находится тот комната, где вот сам Абуд готовил для Абдул-Баха и Мунира Ханум. И вот этот день, этот вечер, вот они вот впервые вот проживали в этом доме, вот это в новом в комнате, которая напротив в комната Бахаули. And then, of course, when you go on pilgrimage, you can go and visit all of these rooms, including the wedding room of the beloved master. И, естественно, когда вы поедете на паломничество, вы обязательно можете попасть в все эти номера, все эти места, обязательно увидите, где было брак, сочетание почитанного Абдул-Баха, в эту комнату. Вы можете попасть в все эти места, когда вы будете на паломничестве. And dear friends, the situation in Akka would change constantly as they would change the governor. One governor was nice, like Ahmad Tawfiq, and then there was another one who would act as though he is nice, but deep in his heart, he was not a very kind governor towards Baha'u'llah and Abdul-Baha and the believers. И вот в Акке вот очень интересно, жизнь не была вот, да, одинаковая как-то. Очень много вот зависел от губернатора, которые проживали это время в Акке. Один губернатор был вот добрым, хорошим, а другой, когда поменяли, когда другой пришел, ну, он мог показать всем, что он хороший, добрый. Но на самом деле он в другой стране, могут сделать очень много пакости такой. И поэтому временами Акка встречал разные губернаторов, и вот ситуация ухудшала или стала лучше, смотря вот поведение самому губернатора. When Ahmad Tawfiq was removed and another one came, that governor was really a double-faced person. With Abdul-Baha, he acted as a friend, but behind Abdul-Baha's back, he sided with the troublemakers, against the faith, against the Baha'is. Вот так произошло, что с одним губернатором, да, он даже приходил к Абдул-Баха, и он показывал, что он большой друг для него, что они вот могут провести хорошо перед Абдул-Баха, он могут вести себя вот как-то он хороший человек, и он с Бахаим очень хорошо, но с другой стороны, то, что он делает, он был в контакте все, которые работали против Бахаи, особенно эти Азали,
и кто вот работал против бахаи. И поэтому вот была сложная ситуация, что он показывал лицом своими делами, как будто он дружит с Абдул-Баха, с Бахаулой, с общиной. Но с другой стороны, он сделал очень много пакостей. And you know, dear friends, many of the believers at the time of Baha'u'llah, they were shopkeepers. They had little shops in the market and sell things or make copper vessels or repair shoes or to do or anything they could do to earn a little money and to provide some food for everybody, really. And this governor wanted to cause problem for the Baha'is, and he wanted to close their shops in the market. И этот губернатор, который вот просто показывал, что он хорошо с бахаи, то, что он сделал, что какое-то время много бахаи занимали вот магазинами небольшой, да, они очень много взяли такие маленькие магазины и вот занимали там продажей там вещами. И то, что сделает, что этот губернатор, он дал ордер, чтобы они закрыли эти магазины. И вот он настолько был вот плохой с другой стороны, что он сделал все, чтобы как-то мешать вот в жизни бахаи. И он дал ордер на арест и закрыть все эти магазины, которые занимали бахаи. And he thought that when they all come to open their shops and they are in the shop, he would go into the market and order everybody to close their shops, all the Baha'is. And in this way, show everyone else that he has power to do what he wants with the Baha'is. И он так сделал, что когда эти люди приходили открыть свои магазины на этом большом рынке, он могут прийти туда, накричать перед другими людьми и сказать, чтобы закрыли немедленно эти магазины. И он хотел показать, какой полномочия он имеет. И он накричал и сказал, что вот прямо сейчас, чтобы закрыли все эти магазины. И вот бахаи, которые занимались это все какое-то время, им пришлось закрыть эти все магазины. But you know, Baha'u'llah, of course, knew the heart of everyone, knew what was in the heart of this man. So he sent a message to the Baha'is that tomorrow they should not open their shops in the market. So nobody went to the shops. And when the governor arrived there, he did not find any of the Baha'i shops open. И так случилось, что заранее отправили какое-то сообщение, что вот сейчас скоро губернатор должен прийти в город и вот сказать всем, вот закройте все эти магазины. И он хотел это все сделать такое показательно, чтобы все видели его. И когда он говорит, что закройте это все магазины, и этот новости пошло всем бахаи хозяинам этих магазинов, да? И они заранее узнали, что вот он завтра придет и утром хотят полностью закрыть все эти магазины. Они что сделали, что они совместно все договорились, чтобы следующее утро не пойти и не открыть все эти магазины. And he waited, thinking that they are going to come and open the shop anyway, but nobody showed up. And while he was standing there and waiting, a telegram was handed to him from his superiors, where they had ended his governorship in Akki and called him back. And really, in this way, he was the only one who became the loser in this case. И так случилось, что в этот следующее утро этот губернатор пошел, чтобы вот закрыть все эти магазины. Он смотрит, что
все магазины закрыты, никто не приходит, чтобы открыть. И он ждал, что придет хозяева, и он мог закрыть. Никто не приходил. К это время человек приходит, передает ему телеграмму. Это от него начальство. И начальство пишет ему, что прямо вот этот день прекращается его работа как губернатором. И они вызывают его обратно к себе. И вот с этот день закончилось его губернаторство в этом городе Акки. And you know, it's so interesting that he had to leave immediately. So he had no way of looking after his family. And he went to Abdul-Baha and begged Abdul-Baha to look after them and to send them on to Beirut to him. And Abdul-Baha assured him that he will take care of his family, his wife and children. And eventually the beloved master arranged for the family to be taken in safety to her husband and their father. И так случилось, что этот губернатор, он вообще был в шоке, что вот отправили сообщение, чтобы он возвращался обратно. Его пост губернаторства закончилось. И так случилось, что ему надо было очень срочно возвращаться. И телеграмма сказали, чтобы он срочно возвращался. Но он не мог забрать свою семью с собой, потому что быстро надо было вернуть. Но в этом случае тоже он пошел спросить помощь у Абдул-Баха. Он спросил у Абдул-Баха, чтобы помог, чтобы его семья была в безопасности, без никаких проблем. И чтобы потом Абдул-Баха организовал, чтобы их отправить вот обратно в Бейрут, да, куда он поедет. И, естественно, Абдул-Баха согласился и сказал, да, я это все сделаю. И вот они так договорились. И в конце концов ему пришел к Абдул-Баха спросить помощь, чтобы он помог своей семьей, потому что ему надо было срочно уехать. So, dear friends, but now, you know, we see that Abdul-Baha'u'llah, you know, he, when he was in the house of Abud one time, he said that it is 9 years that he has not seen anything green and beautiful. And he always used to say that the country is the world of the soul and the city is the world of bodies. И, естественно, вы знаете, что там Баха'у'ллах когда сказал, что он очень любит красоту и зелень, которая вот в деревне, что он 9 с лишним лет не видел никакой зелень, ни ветвь, ни листья зеленые не видел. И он еще говорит, что деревня, Баха'у'ллах говорит, что наша душа это как деревня, да, и наше тело это как город. And of course, when Abdul-Baha heard that, he knew in his heart that Baha'u'llah is ready, wants to leave the terrible city of Akka and go into the countryside. And so he started to search for beautiful gardens outside the city of Akka. И как только Абдул-Баха слышал вот эти слова, и Абдул-Баха понял, что вот все, уже Баха'у'ллах готов оставить вот это все и уехать, и жить где-то, вот, где больше зелень, и где ему нравится. И Абдул-Баха вот начал заниматься этим вопросом. And of course, you know, then Abdul-Baha had to look a long time. It's a very long story of how he found various gardens and mansions and places of beauty and prepared them and renovated them and planted new trees and flowers for the pleasure of Baha'u'llah.
И, естественно, когда Абдул-Баха находился вот разные дома, он арендовал это все, потом он отремонтировал это все, и он знал, как это все будет нравиться Бахауле, и поэтому он так сделал все, чтобы Бахауле понравилось. И вот он это все сам занимался. И, конечно, не будем говорить, вот все эти дома, сколько он взял и все сделал. Но мы знаем, что вот некоторые дома, которые он взял, он сделал так, чтобы это Бахауле понравилось. And of course, he also had them make a very special carriage for Baha'u'llah. И, естественно, он, когда это все сделал, и он это естественным путем сделал все, чтобы это все понравилось Бахаулу. And so, of course, Abdul-Baha says when everything was ready, he went to Baha'u'llah and invited him to leave the city of Akka with a great deal of persuasion and help of dignitaries of Akka. He was able to get Baha'u'llah's agreement to leave the city because Baha'u'llah always thought he is a prisoner in the city and he cannot leave. И так случилось, вот через 9 лет вот Абдул-Баха готовил тот дом, и в конце концов Абдул-Баха мог уйти и поехать вот, пожить там. Но он это сделал с очень большим трудом, даже через некоторые очень полномочные людей в Акки напросил их, чтобы они вот напросили Бахаулу, чтобы он вот могут выехать из этого города и жить отдельно в этом доме, который Абдул-Баха ему готовил. Потому что некоторое время Бахаула думал, что если он узник Акки, что он должен остаться в Акки. И поэтому вот Абдул-Баха так сделал, что он договорился с несколько высокопоставленных людей, чтобы они приходили, и вот они сказали Бахаулу, чтобы он уже могут пойти и жить вот тот в доме, где Абдул-Баха ему готовил. And then eventually when Baha'u'llah agreed, then Abdul-Baha himself took the carriage and drove Baha'u'llah out of the land gate. This is a drawing of the land gate. This is how it must have looked in those days. И когда вот уже Бахаула согласился, что он пойдет, и Абдул-Баха очень радовался, и он сам готовил такой транспорт, да, и он сам вот забрал Бахаулу, и через вот это ворота в Акке они вышли, и вот они оттуда поехали новый дом Бахаулы. And you remember Baha'u'llah entered the city of Akka 9 years earlier through the sea gate. And now he left the city through the land gate. And this is how the land gate is today. И помните, да, 9 лет назад он заехал, он пришел в город Акка через морские ворота. И вот после 9 лет заключения он выехал из тюрьмы город Акки через ворота, которые вот в другой стране. И вот этот ворота сегодня находится вот в таком состоянии. И вот отсюда вышел, и Абдул-Баха сопровождал Бахаулу, и вот они отсюда поехали в новое место, где вот дом Бахаулы. And then drove him to the mansion of Mazra'i. You all know, those of you who have been on pilgrimage, you know that this is the beautiful mansion of Mazra'i, which is about 6 kilometers outside the city of Akka. And this is... Когда они выехали дом Мазра'и, который 6 километров из Акки. И кто из вас были на паломничестве, вы, наверное, уже видели этот
вы побыли там, или кто там были на программе паломничества, тоже я вам показывал это. И вот это есть вот дом Бахауле в Мазра'и. And Mazra'i is a beautiful place. It had in those days running water and beautiful gardens and flowers and orange trees, and oh, it was beautiful. And this is the window of the room of Baha'u'llah. И дом Мазра'и было очень красивое место. И, естественно, Абдул-Баха создал все условия, которые нужны для Бахаулу. И он создал красоту, эти сады, и чувство такое было, что там как деревня, да, там зелень, там цветы, там все. И он делал все вот ради Бахаулу, да, для Бахаулы. И вот Бахаула проживал на втором этаже, вот слева, вот это окно показывает вот комната, где проживал сам Бахаула. And of course, this is the inside, and here are the stairs that we climb to go upstairs, and then go to the left, and then into a little hall, and we can see then the room of Baha'u'llah. И вот справа это вот фотография, где вот лестница, которая идет вверх в комнату Бахаулы. И когда вы на паломничество, обязательно можете вот пройти, вы поднимаетесь через эту лестницу и заходите вот слева в небольшую комнату, и через эту комнату пройдете саму комнату Бахаулы. And that room is so beautiful. It's very small, but it has so much atmosphere. It is such a lovely, happy room. И эта комната очень красивая комната, хотя не очень большая комната, но это так зелено все, это очень такой атмосфера создает такой очень удачно зелено, очень красиво зелено все. И вот когда на паломничестве можете попасть туда. And when Abdul-Baha saw to it that Baha'u'llah was settled in the Mazra'i, then he drove back to Akki because Asya Khanum was still living there, Greatest Holy Leaf was there, Munya Khanum was there. So he returned to the old city of Akki, and Baha'u'llah stayed here with some of the other members of his family. И так случилось, что Абдул-Баха вот сопровождал Бахаулу, и он видел, что уже вот Бахаула пошел к себе в комнату, и уже вот ему нравится там. И Абдул-Баха как-то заметил это все, что все хорошо, и он сам немедленно возвращался обратно в Акку, потому что там уже, там еще пока жила жена Бахаулы, Асия Ханум, величайший лист и другие члены в семье, они еще пока жили в Акке. Поэтому Абдул-Баха быстро возвращался туда, чтобы вот смотреть, следить, что происходит с ними. Но он оставил несколько членов семьи, чтобы они ухаживали вот с Бахаулой и находились рядом с Бахаулой в самом доме Мазра'и. And then, of course, we have the Rizwan garden. Here, Abdul-Baha also found the Rizwan garden. This is how it looked at the time of Baha'u'llah. This was the room in which Baha'u'llah rested sometimes. И, естественно, потом, через какое-то время, Абдул-Баха находил сад Ризвана, да? И вот слева видите черно-белую фотографию, где вот сам сад находился вот в таком состоянии тогда. И маленький домик вот этот там находится, вот там сам Бахаула отдыхал. Когда он приезжал туда, он сам отдыхал там. И вот справа видно, как находится сад Ризван сейчас. Уже вот со временем уже перезелено. And you know how wonderful Rizwan garden is.
it is Baha'u'llah loved this place so much. He called it our green island. He called it our new Jerusalem. So he loved Rizwan Garden especially. Баха'у'ллах очень любил это место Сад Ризвана. Он сказал, это вот наш зеленый остров, или он еще в другом месте говорит, что это наш новый Иерусалим. И вот очень часто он рассказал, как он доволен там, и он очень счастливый там. Ему очень нравилось там. Он был очень счастлив там приходить в Сад Ризван и находить там. И он очень любил это место Сад Ризван. And we always have to think back again and see how incredibly Abdul-Baha must have worked with the help of the believers to prepare all of this and to create a place which Baha'u'llah gave it the name of Rizwan, which means paradise. It wasn't like this when Abdul-Baha found it. He made it into this beautiful garden. И, друзья, вот вы должны знать, что вот да, что на самом деле произошло там, потому что когда Абдул-Баха находил этот сад, это место не было такое, да, и представьте, какое усилие вот поставил вот там сам Абдул-Баха, занимался этим, поменять вот это состояние, и подумайте, почему назвали Сад Ризван. Ризван это значит рай. Ризван это значит рай. Но Абдул-Баха так сделал, что такое место, которое он находил, он перевернул все и поменял все и переделал все на таком уровне, что он мог назвать этот сад Ризваном, сад как рай. И на самом деле он это все сделал, чтобы там почувствовал как рай. And so we can imagine that the beloved master, when he saw his beloved father Baha'u'llah happy, then Abdul-Baha must have been overjoyed. He must have been ecstatic just to see Baha'u'llah, who suffered so much from the days of Siyachal until now, to have some degree of peace, tranquility, and beauty to look at. И представляете, какой счастлив был Абдул-Баха, чтобы увидеть, что Баха'у'ллах такой довольный, такой радостный, такой счастливый, потому что из того момента, как попал в Сиачал, Баха'у'ллах прошел через столько много сложностей, столько много испытаний. И Абдул-Баха вот это все увидел, вот это все знал. И в конце концов, когда Баха'у'ллах вот перешел этот вот Сад Ризван, и вот он находился, он очень был довольный, он улыбнул, и это, представьте, какой большой вот радость и какое большое счастье был для самому Абдул-Баха. Dear friends, I suggest that we stop, and then if you have any questions, I will be happy to answer. If not, then we will see each other next week. Дорогие друзья, я вот предлагаю, мы в этом ноте остановим сегодня. Может быть, еще есть какие-то вопросы у друзей, можно с удовольствием отвечаю на это. Если даже нет вопросов, тогда я предлагаю, мы в следующей неделе встретимся. Может быть, у кого-то есть вопросы.
вопросы yok. So obviously there's no question, so it's fine. Ну, понятно, говорит, почему нет вопроса. Это нормально. Может, кто-нибудь что-то хочет высказаться? Можно я скажу? Да. Знаете, Аллаха, друзья, просто хотелось бы сказать, когда я слушала то, что сегодня говорилось, Джамшид говорил, Набиль переводил, благодарю вас. И вы знаете, вот почувствовалось именно вот это состояние, в каком состоянии находились верующие в момент в Саду Ризван, когда они жили в присутствии Бахаулы. И даже те мучения в тюрьме, когда они все вместе были, находились, но они были все вместе, они были в присутствии Бахаулы. Несмотря на все тяготы, которые они перенесли. Набиль, будете переводить или мне до конца сказать? Давайте я переведу, да? Легче будет так. Да, спасибо. Almira says that thank you for sharing this and for the translation. She wants to share that it is interesting to feel how the early believers, the friends, felt when they came to these places. Now we call them the holy places, but those days in the beginning, and when the holy person himself was there, Baha'u'llah was there, and she felt that you try to share that feeling. She feels that, you know, when you come to Rizwan Garden or to the other holy places, that the feeling is there, like, you know, still it's the same feeling, like. И несмотря на то, что они находились в Саду Ризван или в заключении, но они были вместе с Бахаулой, у них был вот этот дух веры, дух единства, который им давал вот эту силу перенести все эти тяготы, да, и одновременно вот эту величайшую радость, именно быть в присутствии благословенной красоты. Наверное, вот это, знаете, я вот просто почувствовала вот это единство. Насколько они вот все вместе в единстве могут вынести все тяготы судьбы и именно одновременно быть счастливыми. And she says probably that spirit, that high spirit, and that the spirit of unity that everyone spent together, probably that, you know, kept everyone together. And then she feels that that is one of the tremendous things that keep the faith together till this time. Именно и вот именно когда мы бахаи, да, допустим, народ бахаи, мы последователи Бахаулы, если мы вместе будем всегда в дружбе, в единстве, друг друга поддерживать, и именно с верой, и дух Бахаулы будет всегда с нами, мы тоже будем все эти состояния переживать, состояние счастья, вот это, через этот дух единства, и все испытания нам будет очень легче пройти. So the same spirit, the same friendship, the same unity we should try to keep now also, then we can go through all the difficulties and be together and succeed in our faith as believers of the same faith of Baha'u'llah. Все, спасибо большое, я вот это хотела свои чувства перенести. Спасибо. Just I wanted to share that with you. Thank you very much. А я, вы знаете, все думаю, как же Абдул-Баха нашел Мунире Хану. Как он нашел? Она же не жила там. There's a question she's asking, how did Abdul-Baha find Munira Khanum? That's a long story. We will talk about that next week. На самом деле это очень длинная история, но мы будем говорить об этом в следующей неделе. Ой, хорошо, спасибо большое. Yes. Okay, dear friends, I'm going because I have to go and have another. Thank you very much, Jamshid. Allah, Khuda Hafiz. Thank you. Thank you, Jamshid. God blessing you.
Спасибо большое. Thank you, Nabil. Thank you very much. Спасибо, друзья. До следующей недели. Goodbye, bye. Да, спасибо большое. Давай. До свидания. Thank you. Да.